Электронные повестки таки будут. Путин просит о перемирии и массовое отравление сотрудников Airbus. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. А что если Россия победит? И что если врет, что хочет прекратить огонь? Они говорят, мы готовы к переговорам о прекращении огня. Они хотят остаться там, где они сейчас, на поле боя. Российский след пражского стрелка. Смотрите, в каком кризисе Европа. Это все из-за того, что перестал поступать российский газ. Поэтому они там все с ума посходили и стреляют друг друга. Когда Путин собирается напасть на Европу? Сейчас у нас есть около 5-8 лет, за которые мы должны наверстать упущенное, как в вооруженных силах, в промышленности, так и в обществе. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на наш канал. Это очень важно и совсем не сложно. Поехали. Первый шаг к электронным повесткам – уведомления. Украинское министерство обороны работает над возможностью приглашения в центре комплектации и военкоматы в электронном виде. Такие приглашения получат все украинцы, как говорит министр обороны. Мы проанализировали разные базы данных, решим, как эти данные учесть. Потому что это военнообязанный или военнослужащий или уже ветеран. После учета, будет ли эта категория мужчин вообще предложена на военную службу или нет. То есть это достаточно огромный механизм, который нужно обсуждать пошагово. Министр добавил, что сейчас ведется разработка технического решения для того, чтобы все выглядело цивилизованно. Путин посылает сигналы о том, что хочет переговоров с Украиной и прекращения огня. Об этом пишут Нью-Йорк Таймс. По словам источников издания, это американские и европейские чиновники, Путин с начала осени намекает на то, что готов, и даже передавал сигналы по дипломатическим каналам. Они говорят, мы готовы к переговорам о прекращении огня. Они хотят остаться там, где они сейчас, на поле боя. Некоторые из источников считают, что это может быть попыткой ввести в заблуждение. И на самом деле ни на какие компромиссы Путин не готов. А главное условие кремлевского диктатора – оставить захваченные земли себе и не отступать ни на шаг. С другой стороны, со стороны российских спикеров все чаще звучат победные нарративы, а западные медиа просчитывают варианты «а что, если Россия победит?». Главное, у них есть большая надежда, что все-таки у них получится то, что они хотят в Украине, то есть уничтожение украинской государственности и все, что они хотят реализовать война. В чем это все связано? Но понятно, что это не связано с боевыми действиями на фронт. Если мы смотрим на карту, мы много слышали в этом году, особенно в международной прессе, что украинское контрнаступление провалилось, не был успешный, все пошло не так. И да, это правда. Но мы мало слышали, что у россиян также наступительные движения, их наступление тоже был неудачный, на такой же или еще хуже уровень. Гораздо больше потери и так далее. И фронт практически не двинулся никуда. Возобновление зерновой сделки не имеет смысла, так считает генеральный секретарь ООН. Восстановление Черноморской инициативы тоже не имеет смысла. Но, с другой стороны, было бы, цитирую, «очень интересно», как говорит Гутерреш, создавать свободу мореплавания в Черном море. Мы поддерживаем контакт с обеими сторонами, пытаясь найти новые формы. Не думаю, что повторение зерновой сделки будет иметь смысл. Российский военный должен заплатить 14 миллионов рублей за то, что разбил ЗРК «Панцирь», а железнодорожный мост в Петербурге. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие у военного малолетнего ребенка и матери с инвалидностью, раскаяние и службу в Сирии в составе контингента ООН в Африке и участие в войне в Украине. И все равно выплатить нужно огромную сумму денег, и все это, тем не менее, является уголовным преступлением. Пражский стрелок владел оружием легально, хорошо учился, но ни с кем не общался. Кроме того, скорее всего, он связан с еще одним громким преступлением. 15 декабря на окраине Праги были застрелены отец с двухмесячным сыном.
Министр внутренних дел Чехии говорит, что это пока только версия, но вероятность того, что убийца отца с сыном и есть Давид Козак, достаточно высока. Но и это не все интересные детали. Издание «Агентство» сделали анализ постов и телеграм-каналов Давида Козака и Алины Афанаскиной, устроившей стрельбу в школе в Брянске не так давно. И оказалось, что там очень много похожих постов. Много похожих мыслей, более того, ошибки в одних и тех же словах. Люди, которые знали и одного, и другую, говорят, что то, что они писали в своих телеграм-каналах, совсем на них не похоже. Про отец Афанаскиной говорил, что текст, который писала она якобы в своем телеграм-канале, слишком взрослый, как будто бы кто-то ею управлял. Оба стрелка использовали глагол «делать» в сочетании с существительным, обозначающим убийство. Носитель языка использует в этом случае другие глаголы. И оба с ошибкой писали слово «будто». К тому же Россия сейчас и эту тему пытается выкручивать в своих целях. Здесь ничего такого принципиально нового нет. Более того, даже если бы каким-то образом это было сложнее придумать, они бы все равно придумали, или просто каким-то образом попытались это все использовать. Даже если и не искать какой-то, например, украинский след, они бы могли использовать свою давнишнюю, скажем так, давнишний подход, смысл которого заключается в том, вот смотрите, в каком кризисе Европа, это все из-за того, что перестал поступать российский газ, поэтому они там все с ума посходили и стреляют друг в друга. Ну, то есть, на самом деле, им не нужно ничего особо в этой ситуации стараться. То есть, у них есть отработанная схема, смысл которой заключается в том, смотрите, в Европе все плохо. Вот, опять-таки, соответствующий пример. Кремль может решиться атаковать Европу зимой 24-25 года, когда США останутся без лидера и смогут прийти на помощь только с задержкой. Об этом пишет Bild со ссылкой на представителя одной из европейских разведок. Там также считают, что Россия ждет, пока в Белый дом снова вернется Дональд Трамп, при котором, цитирую, «может произойти что угодно». Кроме того, Bild пишет, что министр обороны Германии призвал улучшить оборону страны. Сейчас у нас есть около 5-8 лет, за которые мы должны наверстать упущенное, как в вооруженных силах, в промышленности, так и в обществе. Германия собирается к 2027 году перебросить в Литву 4000 солдат Бундесвера. Впервые в истории ФРГ на постоянной основе будет размещена целая бригада на восточном фланге НАТО, рядом с границей с Россией. Решения были приняты еще раньше, и это постепенно как-то имеет место. Но решающий такой переломный, конечно же, момент в политике Германии, который вы тоже хорошо помните, и все знают, что была такая нейтральная позиция всегда, более такая сдержанная. Сейчас в корне поменялась, исходя из ситуации, конечно же. Сама по себе бригада, какая бы она ни была, 3 маневренных батальона, артиллерия, танки, да, это, конечно же, но само по себе бригада это не является таким внушительной силой, но сам факт дислокации, он является очень важным таким историческим шагом. Более 700 работников Airbus отравились после корпоратива, точнее на предрождественском ужине. Компания ничего не рассказывает о меню на вечере, но описала все симптомы и пообещала провести расследование.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваши лайки, репосты и комментарии. Любая реакция очень важна, ведь тогда YouTube показывает это видео большему количеству людей. И не забывайте подписываться на наши каналы. На этом все, до встречи, хороших вам новостей.